Подозрительно хорошие микрофоны, неприлично добротная функция прозрачности, что очень актуально для вакуумных наушников. Адекватная сборка, странный кейс, незаметная задержка в играх и очень хороший звук за этот ценник. Тестирую 2 недели, недостатков нашел много, защита от влаги есть, как и активный шумодав. 2 новые пары таких наушников я разыграю среди подписчиков. Условия будут в ролике. Tube 804, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании. Сейчас в розыгрыше есть беспроводные наушники Vivo, 2 экземпляра наушников Mixsider E9 Pro и колонка Tronsmart Mega Pro. А теперь я расскажу вам о беспроводных наушниках Away TA1 TVS ANC. ANC, кто не знает, это обозначение для активного шумоподавления. Мне наушники прислал производитель, думаю, как и всем блогерам. Без ТЗ и условий. А теперь начнем. Упаковка желает лучшего. Мне не нравится расцветка, не нравится их подача, уже довольно древний живучий бренд, могли бы стать менее колхозным, но не хотят. Тем более упаковка готовит нас к внешнему виду кейса, а он не в Красную Армию, очень странный. Пластик кейса класс, глянцевый белый, крышка вообще не люфтит, собран хорошо, но вход для зарядки форм-фактора Type-C находится на дне, там же, где и кнопка для первого сопряжения и диод индикации. Наушники вынимать просто, из кейса не вытряхнуть, даже прикладывая приличные усилия. Размеры и вес кейса вы видите сейчас на экране, и они не позволяют его комфортно носить в вашем кармане. Емкость бокса 300 мАч. Заряжается бокс исключительно по кабелю, беспроводной зарядки здесь нет. Понять оставшийся заряд можно по индикатору, но исключительно номинально. Диод горит при зарядке красным, когда он не полностью заряжен, и зеленым, когда бокс заряжен полностью. Комплект, как вы заметили, максимально стандартный, никаких вам мешочков под бокс. Сменные ужасного качества амбушюры, наушники, блок для зарядки, кабель для зарядки и инструкция на английском языке с картинками максимально понятная. Химией пакинг не пах. Наушники, все в них хорошо. И сетка звуковода, как я люблю, из металла. И рюшечек и значков нет. И сенсор вроде бы адекватный. Хотя, конечно, места соединений пластика видны. Но в моем ухе через день оставались их комплектные амбушюры. Я криворук, уверен, что так. Но с 4 сотнями других пар наушников у меня такого не было. Кстати, мой топ-10 беспроводных наушников до $60 на данный момент вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. В каждом наушнике есть батарея емкостью 40 мАч. Хватает ее на 3 часа 20 минут автономности при активированном шумодаве. Не густо, но и не пусто. Сенсорное управление наушников дает нам функции play-пауза, переключение треков, включение-выключение игрового режима, вызов голосового помощника, активация активного шумодава. Не супер, но на монотонных звуках он ощущается. И функция прозрачности. Она отрабатывает по мне просто отлично. Защита от влаги IPX4, что очень скромно. Заряжаются наушники в боксе с 0 до сотки около 2 часов. Автоподключение. При открытии кейса после первого сопряжения оно молниеносное. Переподключение между правым и левым наушником проходит бесшовно. По одному наушники, конечно же, работают. В ушах сидят как влитые, кодеки только AAC и SBC. Но они здесь по мне отлично оптимизированы, а звуки я расскажу чуть позже. Активное шумоподавление, как я уже говорил, есть, но оно здесь так, по мне просто поиграться. Ничего там суперского, чтобы у вас не было параллельно музыки и вы не слышали ничего вокруг, такого не будет. То есть нужно выкручивать громкость на максимум, и после этого с активированным активным шумодавом, возможно, вы что-то вокруг не будете слышать, но не факт. Если будет вокруг громко, слышать будете все равно. Bluetooth версии 5.0, у меня фризов и отвалов у наушников не было. В играх, которые играю я, заметных задержек я не ощущал, играть можно. Вот пример задержки. Микрофоны хорошие для своего ценника, и да, я говорю это редко. Нет сенсоров приближения, нет программы для управления, низкая защита от влаги, печальные амбушюры, нет беспроводной зарядки бокса. Бокс для зарядки сам по себе довольно странного внешнего вида, габаритный он. Нет функции изменения громкости с наушников, нет быстрой зарядки наушников и бокса и, разумеется, нет мультипоинта. Примера звука у наушников не будет. Я считаю это неинформативным, учитывая сжатие ютубом информации минимум в 4 раза, даже без учета 3 видов сжатия без ютуба. Стрим с объяснениями почему можете посмотреть по ссылке в правом
правом верхнем углу. А на пальцах, если визуализировать, вы должны видеть огромный железнодорожный состав, а вместо этого вам показывают информацию размером с дорожную сумку. Как говорится, король-то голый. Во всяком случае, с точки зрения физики. Фантазия же может дорисовать что угодно. Звук. Максимально субъективная составляющая, и чтобы понять, одинаковое ли у нас с вами его восприятие, лучше всего посмотрите мой топ наушников дороже $100 по ссылке в правом верхнем углу. Уверен, что что-то из этого вы уже слышали. А конкретно по наушникам Away здесь нет запаса громкости, вообще никакого. Я их слушаю на 100%. Добавить громкости, конечно, желания нет, но хочется понимать, что этот запас существует, хотя это не так. И самое странное в этих затычках, здесь отличная середина, но бас и высокие частоты стараются отдавать натуральностью. По мне же им просто по этой причине не хватает выразительности. Хотя эквалайзер и смена амбушюр здесь выправляет все, исключая громкость. И средний бас становится с напором, и спрятанный вокал пробивается. Цена по ссылке в описании к видео плавает люто, поэтому называть ее смысла нет. На сейле 29 числа, уверен, будет довольно низкой и адекватной. Резюмирую. Советую по сумме факторов. Режим прозрачности и микрофоны — их сильная сторона. Громкость и форма бокса — слабая. Чтобы выиграть одну из двух пар этих наушников, вам достаточно подписаться на мой YouTube канал, подписаться на канал со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии под роликом и написать в комментарии под этим обзором свой ник в Телеграме. Завтра обзор на OnePlus Nord N100, и я его тоже разыграю. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если видео зашло. Девайс сюда, добра вам, друзья.